Всем привет! Мама Вайбао, Гаури ее зовут, пригласила меня к себе домой провести пуджу. Hi! Это не эта женщина, вот. Hi! Good evening! So, which puja? Tell me, please. Mahalakshmi. Maybe Вайбао want to explain. Расскажи мне на английском. Я хочу своим зрителям объяснить, в чем смысл. Puja di Lakshmi. Окей, ну все, вы поняли. Лакшми Пуджа. Хорошо. Вот, друзья, алтарь украшенный, богиня Лакшми, которая приносит богатство и удачу. So my wife make puja. Все, финиш? Okay. Take. Welcome. Yes. Milk, masala milk. Да. Perfect. It's matching. Matching. Yes. Еще не все, посмотрите, в соседний дом тоже пригласили. Ну, это родственники. Что? Что? Which mistake? No any mistake. То столько всяких забубонов, я думаю, что я не той ногой зашла. Окей, hi. Hello. Ну, то же самое. Красивый алтарь. Они постятся целый месяц, женщины. Это пуджа для женщин. Я говорю, а Вайбао вы готовите мясную печень? Она говорит, да, готовлю. А как же не пробуя можно приготовить? Там на соль, на все такое. Да, ничего. Так, и здесь тоже подарочек. Там нам апельсинку. А в этом доме что? Гуава. Ой, thank you. И цветочек. Спасибо. Ой, боже мой. Вот. Это уже слишком. Окей, thank you. Окей, bye. Малыш принес маме цветочек. Good. Кавалер какой растет. Молодец. Вот так вот Артур проводит свои каникулы рождественские, ходит на дополнительные занятия. Сегодня даже и утром, и вечером были занятия, так как сразу после каникул будут экзамены. Ну и, как видите, мы никуда не поехали на эти каникулы, не имеем такой возможности. Сейчас у нас сезон, нужно зарабатывать деньги. Вот максимум, куда можем сходить, поиграть в автоматы. И вот сейчас ему купили... Артур, спринг потейто. Вкусно? Или еще не понял? Наверное, сильно горячая. Уличная еда пользуется большим спросом. Посмотрите, сколько много людей, много заказов. Мы ждали, наверное, минут 15. Индийцы все это очень любят. Ну, кстати, действительно выглядит аппетитно. Сейчас девочки отойдут. Хочу вам показать меню. Но я себе ничего не буду заказывать, потому что я решила взять себя в руки. Что-то я действительно как-то поправилась за последнее время. И много сладкого. Как-то сладким успокаиваю свои нервы. И набираю вес. Давай taste. Говорит, давай попробуем. Ну ладно, попробовать можно. With cheese. С сыром. And you? Do you want this? Yes. But cheese? Yeah. No problem. Little okay. Говорит, да, если совсем немножечко, говорит, вот совсем капельку, то ничего страшного. Я вам уже рассказывала, что он у меня противник сыра. Считает, что он может отложиться у него в боках. Такая вот у нас фитнес-фэмили, семья. Вот это муж и жена. Мы их знаем. У них, я вам недавно рассказывала, что сына лошадь легнула. 3 месяца он будет в гипсе. You want some masala? Не было печали, как говорится. इसमें थोड़ा ketchup डाल दो.
You want that leg, this plate? नहीं इधर है ना काय को वैसे Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Слушайте, я поражена. У меня такое первый раз в жизни. У меня еще никогда не было такого опыта. Значит, мы сейчас едем в город и планируем пообедать в ресторане. И, собственно, вот сейчас Парам жарит рыбу, мы ее возьмем с собой. С собой возьмем в ресторан. Но это еще не все. Ну да, в принципе, наверное, кто-то когда-то брал с собой в кафе, во всяком случае, напитки. Я думаю, такая практика у кого-то была. Но вот именно эту рыбу мы берем для хозяина этого ресторана, для Правина. Парам, why? He very like homemade food. Fish. So you won't say this is for your wife? You also make sense. Ну, вообще-то нет, я по-другому готовлю. Ну ладно, Парам иногда, да, когда готовит, сам может сказать, что это жена готовила. Не знаю почему. Может, он хочет похвастаться, что у него жена такая рукодельница. Значит, друзья, да, вот будем угощать Правина, хозяина ресторана, рыбой домашней. Но он не женат, he don't have wife, да. Да. И в основном он ест только вот в своем ресторане и ест. А ценится, очень ценится домашняя еда. Ну, посмотрим на его реакцию. Вот Парам уже судочек готовит. В город мы едем не только для того, чтобы накормить владельца кафе и самим поесть, а еще нам нужно совершить некоторые покупочки к Новому году и также посетить дерматолога. Прошел уже месяц. Представляете, кажется, что это вчера было, но вот уже я сегодня прошла курс лечения от высыпаний. Кстати, действительно, вот кожа у меня без единого прыщика. Но нужно обязательно ему показать и послушать, да, его рекомендации, как дальше поступать, чтобы сохранить полученный результат. Ну вот мы приехали, вот это кафе. Сейчас будем смотреть реакцию Правина. Я считаю, что Парам действительно классно придумал. Сейчас мы его порадуем. А вот и Правин. Я вам его много раз показывала раньше, рассказывала о нем. Парам говорит, что это я приготовила, но ему еще приятнее будет. Знаете, он живет сам, ему уже под 50 лет. Любой мужчина нуждается в том, чтобы о нем заботилась женщина, ну, тем более в таком возрасте. А о нем никто не заботится. Сам в огромной квартире. Вот так вот получилось. Так уж получилось у него, что не смог он построить семью. Заулыбался, засмущался. Что? Окей. Тут есть зал внизу, здесь только вентиляторы на потолке, а наверху другой зал с кондиционером. Артур, идем на второй этаж. Мы присядем во втором зале. Ну, давай, за каким столиком? Давай за этим. Поближе к кондиционеру. Сегодня здесь много посетителей. В зале с кондиционером, получается, наценка еще идет процент к стоимости. Так, значит, тут уже кто-то уселся. Артур, надо быстрее. Ну, хорошо. Сядем за этим небольшим столиком. Очень вкусно поели, а главное, готовить мне сегодня не пришлось. Видите, как получается? Для кого-то за счастье поесть в ресторане, а кто-то ждет и радуется, когда ему приносят домашнюю еду. Нам уже вроде уходить пора, Парам все никак
не распрощаются с Правином, стоят, общаются за стойкой. Ну, они друзья уже, давно они подружились. Примерно 15 лет назад они вместе работали в ресторане в Мумбаи официантами. Правин хороший работник, хороший друг, но в то время он был страшным алкоголиком. Ну, Парам говорит, я поражаюсь, как он мог с самого утра, вот там часов 8, проснувшись, хвататься за рюмку. Причем пил такие вот крепкие напитки. Да, сейчас даже не верится, что такое было. И дошло даже до того, что Правин стал воровать алкоголь в этом ресторане. Но его на этом не поймали, хотя, может быть, и хозяин догадывался, но его не уволили, потому что он действительно хороший работник. Но в любом случае, я думаю, что он бы очень плохо закончил, если бы не бросил пить. А как это произошло? Так вот, 15 лет назад Правин поменял веру, был индуистом, а стал христианином. Меня Парам зовет. Вот. Они кушают, говорит, очень-очень вкусно ты приготовила. Бон аппетит. Очень приятно. Так, ну я не буду его смущать. Он стеснительный мужчина. Так что, друзья, произошло чудо. Религия порой творит чудеса. Это я продолжаю рассказывать про Правина. Раньше был заядлым алкоголиком, а сейчас вообще ни капли алкоголя. Уже в течение 15 лет даже пива он не пьет. Почему люди выпивают? Наверное, какая-то неудовлетворенность была, какая-то пустота внутри. И он таким способом заполнял ее, отвлекался. А сейчас появился смысл жизни. Каждое воскресенье он посещает церковь в Мумбаи. Небольшая община, дружная компания. Периодически они устраивают какие-то мероприятия. Даже однажды мы участвовали в этом мероприятии. Ну что, видите, с каким удовольствием, с каким аппетитом он ест. Единственное, что, да, не хватает, это семьи. Но уже ему около 50 лет, он уже отчаялся. Такая вот загвоздка, что жену он должен найти только из своей общины. Нельзя индуистку, ну, если только она не поменяет веру. А круг ограничен. Хотя он и не бедный мужчина, да, с квартирой, с бизнесом. Но, видимо, из-за того, что уже не молод. Уже женщины в его возрасте все замуж повыходили давно. Да, окей, let's go. So, what about... Good. Окей. Значит, будем you make Парам. Парам соврал и поверил в свою ложь. На самом деле это он приготовил эту рыбу, я на видео снимала. Но он Правину сказал, я опять же повторюсь, ну, чтобы ему еще приятнее было. Если Парам сказал бы, что это он приготовил, он бы настолько счастлив не был. А тут он почувствовал, да, что вот женщина позаботилась о нем. Что, Парам? Listen, we take fruit first, after we go demand, after we go down. Окей. Right? How you want to decide? My dear husband, ты всегда все решаешь. Ой, арбузы. Парам покупает папайю у своей любимой продавщицы. See what he said. You make video when she somewhere forgot. You must show pictures for police. You make video. Артур еще попросил арбуз. देखता है ना? Вот девушка держит в руках арбуз примерно 5 килограмм, она сказала. 150 рупий она за него просит. А ну покажи, хвостик должен быть сухим. इधर ला. ले लो. Сухой? Thank you. Спасибо большое. Thank you for discount. За 130. А раньше нам приходилось примерно 20 километров ехать еще от Нерала в Димарт, в Карджет. А вот недавно открылся Димарт, это супермаркет, здесь в Нерале. Сейчас мы совершаем покупки поблизости. Очень удобно.
Парам что-то интересное нашел. Парам, what is this? See, salt. Соль And where he from? Kutch. from Кач. Там, где Да. мы были, поняли? Соляная See, пустыня. Bhuj, Kutch. Вот эту вот соль добывают именно Kutch, там. Gujarat. Так а что мы покупаем? Почему мы не набрали с собой? Why we not? Почему мы тогда не взяли? Такая возможность была потрясающая. А сейчас приходится покупать. Я шучу, а то вы еще подумаете. Меньше, конечно, здесь выбор. Да, да, покупай попкорн. Мы с Артуром часто смотрим перед сном фильмы и кушаем попкорн. Так, ну что, мои дорогие зрители, вот мы и дома. К сожалению, к дерматологу мне не удалось попасть. У него частный кабинет, и вот у него не было возможности сегодня приехать. Он может себе такое позволить. Вот. Но зато мы получили в подарок 2 килограмма сахара в супермаркете. Там такая сейчас акция. Если отовариваешься больше, чем на 3000, получаешь подарок. Они таким образом привлекают клиентов. Ну и самое главное, что я вам хочу рассказать, так это то, что Правин позвонил уже Параму и еще раз его поблагодарил. Знаете, мне аж как-то неудобно, казалось бы, да, такая мелочь, а столько радости мы ему доставили. И еще, может быть, не все смотрели эту серию, я вам когда-то уже рассказывала. Значит, почему мы постоянно завтракаем и обедаем именно у Правина. В Нерале много, достаточно много других ресторанчиков, кафешек, но вот Правин говорит, что я приношу ему удачу, удачу в бизнесе. Так как я иностранка, ну, вы сейчас, наверное, многие подумали или собираетесь написать, что, мол, ой, как она уже достала, какая там она иностранка. Но действительно это так, да, друзья, в провинциальном городке не так много иностранцев, а я вот как постоянный клиент этого заведения обращаю на себя внимание и таким образом как бы повышаю рейтинг. Вот, так что, друзья, вот так вот я делаю добро людям, приношу пользу. Опять здесь что-то интересное происходит. Я, знаете, когда вот так вот сажусь возле отеля и что-то вам рассказываю, не замечаю, что происходит вокруг, настолько сосредоточена. А потом уже, знаете, когда просматриваю, все ли там в порядке со звуком, вижу, что много чего интересного происходит в тот же момент за спиной у меня. Парам тем временем сходил за курятиной для животных. Парам, how Pravin happy, да? Even he call. And Бобик, Парам, for Бобик. Ой, посмотрите, какие, прям и рядом, и котята кушают, и щенята. No, for Бобик most important. And see what that cat. Вот, видите, сразу нашел клиентов. Но я не буду, неудобно снимать. Я вам специально показала, сделала такой вот наглядный пример, как это работает. Значит, я, когда кормлю животных, делаю это ради того, чтобы животные не были голодными. А Парам, ну, в принципе, как и все индуисты, кормят животных для того, чтобы очистить свою карму, чтобы привлечь положительную энергию. Кормят коров особенно. Ну и видите, действительно, получается, что сработало. Так, ну прекрасно, все сытые, да, все сытые, все довольные, все счастливые. А я продолжаю еще по поводу смены религии. Я хотела вам еще пару слов сказать. Значит, у нас в Матаране такие случаи не редкость, так как у нас много мусульман, и девушки влюбляются в парней мусульман. И вот такое вот условие: индуистка должна поменять свою религию, если она выходит замуж за мусульманина. Напишите, пожалуйста, в комментариях, везде ли так. Но вот у нас действительно по-другому никак. Я не знала таких случаев, чтобы девушка сохранила свою индуистскую веру.
Вот, ну оно в принципе понятно, да, девушки во всех странах одинаковые, ради своего любимого готовы на многое, в том числе поменять свою религию. Ну, а что касается Правина, мне Парам рассказывал еще в то время, когда он был индуистом, он был очень верующим, он соблюдал абсолютно все традиции и даже вот учил своих друзей. Получается, Парам намного его младше, и в те времена, да, Парам не был женат, у него было много интересов, там какие-то гулянки, тренажерный зал, бассейн, а Правин его постоянно учил, мол, ты не забывай ходить в темпл, что ключ тебе дать. Вот, ну и тем не менее, несмотря на то, что он был верующим индуистом, это не мешало ему выпивать. И вот однажды пришли люди и посоветовали ему поменять веру. И как это было? Ну, если хотите, я более подробно узнаю и вам расскажу. Но то, что мне рассказал Парам по дороге, когда мы ехали обратно, говорит, что его заинтересовали. И там такое вот условие, что нужно 3 месяца прожить на какой-то ферме, где, значит, представители этой общины ему, ну, в общем, перезагрузку делают. И после этого он вышел уже совсем другим человеком, он поверил в Иисуса, и он, собственно, бросил пить. Я говорю, а как же вы с Маночем, ну, у них компания была, 3 друга, Маноч, Правин и Парам, они все из Карнатаки, ну, и они вот так вот сдружились. Я говорю, как вы на это отреагировали? Парам говорит, мы были не против, мы действительно поверили в то, что, возможно, это ему поможет бросить пить, поэтому мы сказали, давай едь на 3 месяца в эту командировку. Ну, и, собственно, вот сейчас он каждое воскресенье, как я говорила ранее, ходит в церковь, молится Иисусу, отдает десятину каждую неделю, каждое воскресенье. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение об этом, расскажите свои истории, истории своих знакомых. Давайте об этом поговорим. Все, всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.